Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, поделиться нашим видео и включить уведомления, чтобы первым узнавать о новых видео. Ферит, снявший кольцо и поцеловавший Сейран, вышел из комнаты, как будто убегая. Сейран просто стоял там. На следующее утро Дияр отсылала бабушку и дедушку. Ферит позвонил матери и сказал: «Я собираюсь покинуть Дияр». В тот же момент Сейран смотрела в комнате свою собственную фотографию. Суна вошла в комнату и спросила, что это. Когда его спросили, Сейран сказал: «Я говорил вам, что он все еще любит меня, я хотел, чтобы он признался в этом сам». Он никогда не выбрасывал это, он всегда это скрывал. Держа в руке обручальное кольцо Ферита, Сейран спрашивает сестру: «Он оставил Дияр?» Он ответил: «Не знаю, он снял его и забыл». В это время Абедин, который пошел поговорить с Халисом Ага, был заблокирован Ифакатом. Бетюль позвонила Тайфуну, настоящему отцу ребенка, и попросила его пройти тест ДНК. Он заявил, что изменит примеры, которые приводили он и Архан. Ферит, который подошел к двери Дияра, чтобы уйти, был удивлен, увидев полицию. Увидев, что Ферита нет дома, Сейран позвонил ему и спросил: «Ты уехал из Дияра?» Спросил он. Ферит Корхан сказал: «Синан застрелил Дияра. Он жив, мы везем его в больницу». Сейран сообщил Суне и Абедину о ситуации и хотел пойти с ними, этого никто не позволял. Когда к нему пришли Суна и Абедин, Ферит узнал от врача, что пуля не попала в него, и когда он вошел в комнату, он сказал: «Я очень испугался. Я никогда не думал, что этот человек предстанет перед тобой. Извини. Дияр заявил, что его дедушка и бабушка уехали в Самсун, и Синан видел его одного. Пока Суна отправляет Ферита и Абедина в столовую, он сообщил Сирану, что с Дияром все в порядке. Ферит сказал Абедину, что им нужно разработать план, и предложил похитить Айлу. Хотя Суна спустился вниз и выступил против идеи отвезти Дияра в особняк, Ферит не согласился. Сейран, который был расстроен, когда Дияр пришел в особняк с Феритом, подошел к Дияру и спросил об инциденте. Глядя на записку, которую Синан якобы выбросил из мотоцикла, Сейран сказал: «Это не его почерк. Более того, Синан не умеет водить мотоцикл». Сейран, которая заподозрила подозрение, когда Дияр выступил против нее, сказала Ферит, когда она вышла из комнаты: «Ты будешь держаться от меня подальше, пока все это полностью не закончится. Не называй Дияр моей любовью, моим любовником или кем-то в этом роде». Сейран, которая пошла в свою комнату и поговорила с Суной, сказала: «Голос внутри меня говорит: Дияр лжет, но она не могла быть застрелена. В каком состоянии девочка, посмотрите, что я о ней сказал». Не зная, что делать со всеми этими мыслями, Сейран рассердилась на Ферит, которая пришла в ее комнату и искала ее кольцо. После этого Сейран не позволил Фериту, который сказал: «Этого не произойдет. Я собираюсь покинуть Дияр», и отослал его. Ферит и Абедин, жители особняка Корхан, ужинавшие вместе вечером, составили план похитить Айлу. Айшен также пошла на встречу с Синаном. Сейран, который в то же время пошел поговорить с Халис Корхан, заявил, что Дияр был слишком хорош и что она с подозрением относилась к нему. Халис Ага также сказал Сейрану: «Если у вас есть какие-либо сомнения, проведите расследование, вы обязательно раскроете правду». Тайно встретившись на следующий день с Сейраном, Ферит заявил, что похитит Айлу, чтобы поймать Синана, и что он завершит эту работу и покинет Дияр со скоростью света. Ферит ответил на слова Сейрана: «Я боюсь, что его голова обожжется», сказав: «Я уже достаточно обгорел, чтобы сгореть». В это время Эсме сказала Казиму: «Просто чтобы ты знал, что твоя дочь будет второй женщиной. Тебе решать, ты справишься с этим». Казим также сказал себе, что народ Шан всегда был первым. Ферит, пришедший с Абедином в дом Айлы, рассказал, что его сын застрелил другую женщину. Айла сказала, что Синан не умеет пользоваться оружием, и заявила, что пойдет и увидит Дияра своими глазами. Айла, пришедшая в особняк с Феритом и Абедином, не верит в Дияра. Ферит объяснил свой план, сказав: «Мы будем держать вас здесь, пока не придет Синан». Синан, встретившийся со своим дядей,
позвонила Айшен и спросила о ее матери. Вечером Ферит встретил Сейран на кухне и пытался сблизиться с ней, когда пришел Казим. Казим предупредил Ферита и дал ему немного времени, чтобы покинуть Дияр. Сейран, отправившая на свой телефон фото брошенной Дияром бумаги, отправилась к Айлиа. Айла сказала ему, что Синан не будет ездить на двухколесном транспортном средстве, и сказала: «Это не письмо моего сына». Выходя из комнаты, Сейран позвал к себе Ферита. Ферит, который встретил свою тетю и Факат, поднимаясь наверх, узнал, что потеря права выкупа уже у дверей. Айла тоже слышала весь этот разговор. Заявив Фериту, что он разговаривал с Айлой и что Дияр лгал, Сейран сказал: «Дияр понял, что он оторвался от тебя и затеял такую игру, чтобы остаться здесь». Ферит, не веривший, что Дияр способен на такое, думал всю ночь. У Ферита, который утром вышел подышать, были проблемы со сном его брата Фуата. В этот момент Айла позвала к себе Ифаката и предложила: «Я слышала, что ты сказал Фериту. Вытащи меня отсюда, позволь мне выплатить весь твой долг». Казим, поймавший Дияра одного, сказал: «Тебя расстреливают за этого Ферита, но оно того стоит. Ферит оставит тебя, мне тебя жаль. У него нет к тебе сердца. Он хочет расстаться с тобой, если у него будет такая возможность, он немедленно уйдет. Лучше всего самому перерезать веревку. Птица улетает. Просто чтобы ты знал», — сказал он. Дияр рассердился, сказал: «Я доверяю Фериту», и пошел в свою комнату. Дияр расплакался и сказал: «Эти отношения уже закончились. Ты не такой». Он нашел на земле обручальное кольцо Ферита. Пока Ифакат ищет дядю Синана, с ним были все жители особняка. Ферит, устроивший ловушку Синану, Абедин выступил с Суной, Сираном и Дияром. В это время Бетюль, которая отправилась в больницу вместе с Арханом на тест НК, обменялась образцами с Тайфуном. Когда дуэт выходил из лаборатории, их увидел Архан. Используя Айлу в качестве приманки с помощью Ифаката, семья Корхан сыграла важную роль в поимке Синана. Когда полиция уходила, Сейран окликнул Синана и сказал: «Почему ты напал на Дияра?» — спросил он. Синан сказал: «Я никому ничего не сделал. Что бы я сделал с адвокатом?» Ферит послал Сейрана с Абедином и Суной, он хотел поговорить с Дияром наедине. Ферит сказал: «Я ждал, пока этого человека арестуют, чтобы он говорил о нас. Я не хочу». Дияр сказал: «Не утомляй себя. Я знаю, что ты скажешь. Ты уже снял «Позвони», ты уже попрощалась со мной, но теперь моя очередь прощаться. Я ухожу, не беспокойся обо мне, со мной все будет в порядке, но и с тобой все должно быть хорошо», — сказал он. И снял кольцо. Вздохнув с облегчением, когда Дияр ушел, Ферит Корхан отправился к Сейрану, которого он хранил в своем сердце. Вы можете поделиться с нами своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в других видео. Береги себя. Пока.